Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Таро расклад. События будущего. Знаки судьбы. Что скоро случится или произойдет. Таро прогноз на декаду, на 10 дней с 10 по 20 мая. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Помним, что карты Таро – это метафора, инструмент для себя определить те глубинные процессы, что в вашей душе сформировали вопрос, проблему, отношение к кому-либо или чему-либо с целью решить эту проблему или вопрос, прожить эмоционально и снять напряжение. Давайте будем добрее, милосерднее к самим себе. Не стоит себя загонять в угол только лишь потому, что ну что-то у нас там не сложилось. Или обстоятельства вокруг поменялись, и не вписывается это ни в один наш протокол внутренний, да, или в мировосприятие даже. Ну, вы как раз легкий на подъем, и одновременно вы перестроиться можете. Для вас и рационально, вполне рационально. Ну, давайте узнаем. Знаки судьбы. 4 карты мы достанем. Что это будет означать? Может быть, и поворотные какие-то судьбоносные события будущего. А может быть, и спокойное течение жизни. Сейчас узнаем, какую концепцию нам выстроят карты Ленорман. И какие события вас ожидают. Вот первая карта конкретно, что скоро случится или произойдет. Это внешние какие-то обстоятельства или то, с чем придется провзаимодействовать. Но может быть с элементом неожиданности, допускаю. Вторая карта – это как неоконченная пьеса, назову ее так. Имеется в виду, это то, что будет продолжено из прошлого. К чему вы приступили ранее, или то, что вы сами хотите продолжать. Или, может быть, и по части отношений тут тоже что-то подобное нам могут сказать карты. И третья карта – это в чем ваша сила. Или в чем вы наиболее ресурсные. Что вам буквально помогает, как работает на вас по основным сферам жизни. Вот поступайте по закону. Правосудие вам выпало, и значит, у вас все должно согласовываться с законом. И если вы не знаете, как поступить, узнайте у юриста, адвоката. Здесь нельзя сделать лишь бы как, а то и получим лишь бы что. Тут надо на пару шагов вперед где-то и прозорливому быть. К примеру, если вы подписываете какие-то документы, помните, нужно понимать, как опять же закон работает через год, через 2, через 5. Ну и быть честным с самим собой, конечно. Это всегда карта как карма, причина и следствие. Ну давайте узнаем. Сфера ваших достижений, работы. У кого-то учеба, бизнес, ваши планы творческие или документы. Энергия денег, финансы и личная жизнь. Так что же там случится или как знак судьбы? Какие вопросы, да? Основные. Вопросы дома. Очень добрая карта, которая еще одновременно символизирует, может быть, о каких-то встречах или договоренностях, или конкретно дом, ваши домочадцы, ваши близкие, ваши контакты. Это ближайшее именно окружение, кому вы доверяете. Ну и буквально стены, где вы находитесь теперь, где вы планируете находиться, возможно. И так, я такое тоже допускаю. Ну и все вопросы, которые с этим связаны. Все же у нас черви, да, дела сердечные. Поэтому я тут вижу, что вопросы либо вашей пары, может быть, для кого-то это знакомство, недавнее знакомство, может быть, и вы хотите ваши отношения, которые уже состоялись, перевести на новый уровень, изменить статус. Но сама по себе карта на 10 дней очень благополучная. По сути, это и есть благополучие, как знак судьбы. Сохраняй, потому что у нас четверки это соответствует. А четверка, если мы переложим на карты Таро, четверка пентаклей, к примеру, да, карта жадины. Поэтому где-то сохранять все то, что вам дорого, любимо, мои дорогие, как знак судьбы. Может быть, и поворотные какие-то события связаны с тем, что приходится сохранять, да, или то, что вы хотите осуществить, и внешние какие-то факторы. И вот внешние факторы, кстати, нам выпали карта мыши, и мыши это всегда урон. 23, сложим будет 5. 5 всегда недостаток. И это не есть, как, знаете, какая-то брешь такая большая, или, как, знаете, какая-то преграда, как гора. Ну нет,
здесь какая-то мелкая пакость, извините, или какая-то мелкая такая вот, мелкий подвох, или кто-то из людей, может быть, но ведет себя не очень красиво, назовем это так. И это не нарушает в целом вашего благополучия, но в доме мыши не должны водиться. Или для вас какой-то вопрос, который касается действительно благополучия, должен быть переложен на реальные рельсы. И здесь важно будет не замечтаться, не построить каких-то воздушных замков. Здесь проговорить что-то наперед, чтобы потом не было каких-то недоразумений. Ну и, может быть, самому где-то быть более осмотрительным, безусловно, потому что мыши – знаки судьбы. Но это тоже знак судьбы. Вам говорят, будь водолей осторожен. Прекрасная карта букет и 9. 9 – это как пороговое значение перемен между прошлым и будущим. И букет, посмотрите, разные цветы в нашей корзинке. Это о чем? Много контактов, много информации. Может быть, работа с большим объемом информации или с большим количеством людей. У кого-то посредством интернет. Общение с теми людьми, которые говорят на разных языках или разного менталитета. Вы вполне вероятно здесь будете улаживать некоторые вопросы, договариваться с кем-то или искать информацию. Может быть, информацию в интернет. Или, может быть, по работе вам приходится такое общение осуществлять. Скучать будет некогда, нам нравится этим заниматься, потому что вот самые такие разные цветы в нашей корзинке, и все это, в принципе, радует глаз. Стало быть, что-то вас будет радовать через общение. Но букет склонен к увяданию, поэтому... Может быть, не отложить что-то на потом. И вот это вот переменное значение девятки, да, как перемены сами по себе. Еще что-то будет меняться. Но, видимо, в эти 10 дней есть что-то такое через информацию, новости или, возможно, какие-то согласования, которые вы пытаетесь сделать. Как и определиться на далекое будущее, так и для себя прояснить тот или иной вопрос. Но через общение какая-то информация к вам может прийти. Давайте откроем знаки судьбы, следующую. И вот смотрите, с какой-то минусовой ситуацией, может быть, это не непосредственно в эти 10 дней, может быть, эти мыши своеобразный символ того, с чем вы уже столкнулись. Или с поведением конкретного человека, который, ну, словно палки в колеса вставляет. И здесь у каждого по-своему. У кого-то я могу допустить родственники, да, может быть, далекие родственники, ну, разные, увы, бывают ситуации. А для кого-то это из разряда того человека или людей, которым вы доверяли. Вы здесь будете пересматривать отношения к людям, это точно. Может быть, доверяй, но проверяй. Или где-то просчитывай наперед. И вам как будто по судьбе, вот какой-то мы проходим словно урок. И это не есть, как я говорила, как, ну, камень преткновения или буквально какая-то гора. Это вот мелкое что-то такое, да? И обратим внимание, крест. Мы говорим всегда, как карма по судьбе. Число 36 сложим будет 9. Опять же, пороговое значение между прошлым и будущим. Так вот, вы сталкиваетесь с какими-то подобными вопросами или с поведением людей не первый раз. И вам тут не проморгать нужно что-то, мои дорогие водолеи. И тогда у вас победа. Число 6 – это как раз по максимуму уже все наши приложенные усилия, когда мы получаем какой-то должный эквивалент. Правильные выводы, кстати, делаем. И вот может быть некоторая перезагрузка через общение, через поведение, да, некоторых персон вам позволяет сделать правильные выводы. Вам это совершенно необходимо. Для чего? А, наверное, в будущее вам нужно вот какой-то опыт взять из прошлого. Для чего? Опять же, у нас правосудие, да, карма. А чтобы какие-то старые грабли не найти в будущем. Или, мои дорогие, у кого-то так. Свести, может быть, ну, к какому-то знаменателю те бумажные, документальные вопросы, которые тоже тянутся из прошлого, но вы все их никак не можете завершить или сами оставляете на потом, думаете, а потом как-то я там доделаю, или какой-то вопрос сам по себе решится, но все же нет. Два аркана, как Таро, в принципе, так, или Норман, нам говорят о том, что, ну, есть те темы, которые вам нужно не только прояснить, но и где-то себя обезопасить, может быть, и так, по части, как минимум, закона, понимать,
Как этот закон работает? Через год, через 2, через 5, может быть и так. Что скоро случится или произойдет? Смена статуса у кого-то проиграется. Смена статуса по работе, смена статуса в личной жизни. Может быть, это то, к чему вы идете. Соответственно, аркан Дом. Мои дорогие девочки, для кого это целесообразно по возрасту и желаниям, целям, вы можете узнать, что вы ждете ребенка. Такое может быть. Но эта карта будет проигрываться для вас, мои дорогие мужчины, важная женщина в вашей жизни. Кто угодно может быть, как и руководитель или какие-то важные контакты. Не исключаю, может быть, у кого-то и чиновник или адвокат. Почему нет? Может быть, это ваша мама или кто-то из родственников. Но и вам-то самим тоже дают совет. Это карта, что случится или произойдет. Держи все под контролем, потому что старший аркан императрица, по сути, благополучия. Это символ нового «я», это возможности, но надейся сам на себя и будь дипломатом. И вот это можно переложить или оценить для всех, вне зависимости от пола. Потому что императрица, она очень плодовита, и не только буквально, а именно на какие-то идеи. Или какая-то задумка, которую мы должны в реальной жизни воплотить. И правильное взаимодействие с людьми это потребует. Как и буквально узнать, может быть, закон, как работает, или какое-то дело, которое вы планируете сделать более основательно, более правильно. Заключить, может быть, какие-то договоры или подписать важные документы и оформить это тоже с позиции закона. Чтобы не было каких-то несогласованностей, понимаете? Вот вам буквально свой статус нужно беречь, себя нужно беречь, и чтобы не было каких-то противоречий. Но есть возможность заработать деньги, и есть возможность изменить качество жизни. Это самое главное, мои дорогие. И что скоро случится или произойдет? Я могу предположить, что кто-то получит предложение руки и сердца, или какие-то более такие, знаете, взвешенные, продуманные разговоры будут в вашей паре, как это осуществить. Или вы, мои дорогие водолеи мужчины, может быть, вы кому-то будете делать предложение руки и сердца, или искать ключевое партнерство для того, чтобы осуществить какую-то свою идею, задумку или мечту. Но делать придется самому. Вот это тоже относится ко всем. Потому что императрица, да, она великий дипломат, она умеет правильно взаимодействовать. Но есть та часть работы, которую должна выполнить она сама. Иными словами, вот эту идею или цель, или мечту все-таки она достигает сама. Неоконченная пьеса. Умеренность, старший аркан. Посмотрите, у вас уже 3 старших аркана. И правда, тут как что-то по судьбе, но и должны быть согласования по закону. Вот все-таки знание закона, даже если вы не располагаете, вы не юрист, но значит, надо как-то оценить очень рационально, узнать более конкретно. Не должно быть надежды на авось, еще раз повторяю, потому что на кону ваше благополучие. А из прошлого какая-то ситуация, которая, скорее всего, не нова, а тянется какое-то время. Но ведь у нас выпадает старший аркан. Любой старший аркан, он говорит о внешних событиях, кстати, на которые мы не влияем, к которым мы себя должны адаптировать. Вот где-то этот момент и одновременно не торопиться. Иногда по этой карте может быть, как его величество, случай. Пусть не в этой колоде, но лучше я озвучу, потому что здесь, правда, как оказия или решение какого-то человека, которое даже для вас будет неожиданным. И вы что-то могли представлять, но совершенно по-другому. И я могу допустить, для кого-то будет очень важно, внимание, мои дорогие водолеи, даже то, возможно, что поначалу вам выглядит дурацким или не вписывается вообще ни в какие ваши представления. И тем не менее, вот этот какой-то метод, вопрос, предложение, информация, неважно, мы же не знаем, что это будет, по тем делам, которые тянутся из прошлого. И вот вам это нужно рассмотреть, даже с какой-то иррациональной позицией. Но самое главное, не отказаться от чего-то, просчитать, продумать, использовать любые методы, понимаете, любые возможности. Но это не значит, что мы сразу на что-то согласились, а это значит, что мы попробовали или что-то просчитали.
но не сразу вот так, знаете, безапелляционно, наотмашь. Нет, я этим заниматься не буду. Я это рассматривать не буду. Нет, тут надо подумать хорошо. Вот об этом говорит карта. И это вполне вероятно для вас может означать какое-то доброе продолжение. В чем ваша сила? В самодостаточности. Понятно, себя надо беречь и свое благополучие, но девятка кубков – это карта самодостаточного человека. Вы знаете, могу сказать так, что вам будет буквально помогать. Вот действительно какое-то ваше либо личное дело, творчество, ваши таланты. И в эти 10 дней вы как возможность получаете раскрыть их наиболее полно. Может быть, для кого-то из вас смена места жительства, может быть, даже переезд куда-то, я такое могу допустить, потому что все же выпадает аркан дом, да, и тут старшие арканы, самое разное направление или концепция может проигрываться. Но вот когда мы преувеличиваем наш доход или продумываем, как мы можем даже при переезде зарабатывать из любой точки мира, или каким образом мы можем вот эту самодостаточность или то, что вы хотели бы осуществить, как новое качество жизни для себя построить, какими методами, опять же, вам нужно воспользоваться для того, чтобы это было осуществлено. И в этом ваша сила. Верьте в себя, в свою мечту. Не отказывайтесь от чего-то. Повторюсь, рассматривайте разные варианты. У кого-то буквально наличие денег вам будет тоже помогать. Или какие-то деньги, может быть, которые задерживались в прежний период. Но это как ваш гонорар. Это то, что вы честно заработанное, что называется. Ни разу я не про какую-то лотерею, мои дорогие. В моих раскладах нет про лотерею, ну вообще даже намека. Почему? Потому что Плутон в вашем знаке зодиака, Водолей, легкие деньги опасны. Вот на плане деятельности, каких-то новых начинаний, разработок, причем таких самых неожиданных, может быть, когда вы себя в новом совершенно деле пробуете или в новом виде деятельности. И тут можно найти прогресс, который вас сделает и популярным, и самодостаточным. Но не вот эта игра с судьбой, то, что, по сути дела, означает лотерея, когда мы сами ничего не делаем, а просто на что-то надеемся. Нет, само слово, наверное, самодостаточность, оно приходит как и достаток от приложенных нами усилий. Ваши достижения, ну и не упустить своего, вам будет тоже важно. Семерка мечей называют карта вора, хотя нигде это не прописано, но прописано, пусть не во всех колодах, забрать свое. И может быть вам действительно некоторые вопросы, согласования по имуществу, жилью, может быть еще другие какие-то разбирательства, мы все разные. Но здесь это в целом ведет к благополучию. Не проморгать ваше собственное благополучие будет важно. Или обойти, может быть, некоторые острые темы, вопросы, достичь компромисса. Я такое тоже могу предположить. Люди, вот у нас выпадает карта мыши, да, и ведь по семерке мечей, если мы даже сказали забрать свое, значит, кто-то имел желание наше забрать или присвоить. И это также можем отнести к идее. Идею можно украсть. Поэтому, с одной стороны, не быть безапелляционным, с другой стороны, о себе много не рассказывать. Вам буквально помогает при ваших достижениях, некоторых согласованиях. Будьте на своей волне, мои дорогие. И будьте очень внимательны к паролям аккаунтов. Особенно для тех, кто начинает, может быть, только работу, деятельность посредством интернета, или вы что-то изучаете. И здесь остерегайтесь конкретно фишинга, потому что и пароли аккаунтов могут украсть, или вы сами можете перейти по какому-нибудь баннеру, выскочил у вас на телефоне, а там вам что-то заоблачное такое, очень удачное, или какой-нибудь там выигрыш, ну там тысячи, наверное, вариантов, как облапушивать нашего брата. Вот помните об этом, мои дорогие водолеи, карту можем воспринимать как предупреждение, потому что все остальные карты нам говорят о том, что у вас благополучный период жизни. Но кто знает, может быть, вы где-то ляпсус допустили, или зашли не на тот сайт, уже где-то себя подсветили словно. Но тогда вообще пересмотрите все пароли и кому вы открываете доступ к вашему аккаунту. Я бы даже сказала и так. Но для кого-то проиграться может и такое, когда у вас
судебные слушания, разбирательства, правда, по имуществу, может быть, и по дому, или даже по детям. И здесь тоже нужно тогда привести в баланс, и будет важно держать компромисс и быть дипломатом. Давайте посмотрим, что же у вас на деньги. Жрица. Карта, кстати, вторит всему тому, что я сказала, и одновременно говорит нам о том, что храни молчание. Тебе буквально молчание помогает. И по аркану жрица это интуиция. Что такое интуиция? Это тандем интеллекта и пережитого опыта какого-то. Когда мы, может быть, какие-то и минусы пережили, но вот теперь мы не должны это повторить. Или кому-то довериться. Вот интеллект не нужно путать с нашим сознанием. Сознание – великий шаблон. Шаблон – это или привычка, мои дорогие. И вот чаще сознание нас путает. Почему? Мы с вами люди, мы так устроены, что сознание – это некоторый стереотип в нашей ментальности, который, и как вот мы задаем как нашему компьютеру, мозгу какую-то задачу или пытаемся обдумать какой-то вопрос. И он нас все время будет возвращать к прежнему опыту, потому что там уже какая-то цепочка последовательности уже проиграна. Пусть даже там был какой-то минус, но сознание этого еще не осознает. И вот ты раньше так поступал, и теперь поступай так же. Почему мы часто возвращаемся в прошлое и опять заново пытаемся что-то переделать. Потом удивляемся, а почему не получается? А нам туда не надо. Вот и все. Но нас сознание именно ведет куда-то назад. А вам тут все карты говорят, а тебе отсюда только вперед. И вот поэтому, может быть, не совершить какую-то ошибку нам и будет говорить карта. А вот разум – это как интеллект, это другое. Это некоторые высшие знания. Или когда мы ищем какую-то информацию, это у вас на деньги. Или вы что-то изучаете, как раз отходите от какого-то шаблона и слушайте свою интуицию, не создавая ненужную философию, глубокую, на мелком месте. И храните в себе молчание. Оно вам буквально как золото помогает. И это на деньги. Заначку, мои дорогие водолеи. Вот так я вам и скажу. Неплохо бы иметь. Личная жизнь. Но это можете быть вы сами. И неважно, что меня смотрят сейчас не только девушки, мужчины. Для мужчин понятно. Это может быть ваше какое-то такое основополагающее решение. Причем такое безапелляционное может быть. Но и вы, мои дорогие девочки, можете столкнуться с одной стороны с таким человеком, но достаточно хладнокровно относящимся к некоторым позициям ваших взаимоотношений. С другой стороны, все же по этой карте это эксперт проходит, аналитик проходит, независимое мнение проходит, или люди точных специальностей, люди, которые работают с металлом. У кого-то это может проиграться врачи, стоматолог или любой доктор, да, люди, которые носят форму, иногда это военные проигрываются тоже, но это еще чиновники, инстанции, юристы, адвокаты, то есть вот все те, которые нам дают нормальный дельный совет, потому что они эксперты. Причем они умеют абстрагироваться, они умеют не добавить какое-то конкретное дело эмоций, когда тут все в одной корзине. И яйца, и камни. И тогда будет непонятно что. Но вот, может быть, обратиться за поддержкой или какой-то вопрос прояснить для себя будет важно. Но еще и ваши энергии вот такого независимого эксперта, независимого взгляда на мир, на жизнь, когда и невозможное возможно. Я где-то вскользь говорила по аркану умеренности. Или когда происходит, может быть, что-то подобное, как то, что вы не ожидали. Или как не случайная случайность. То действительно все, что происходит, хочется сказать, словно по судьбе. Тут надо как и держать марку, так и держать осанку на любых поворотах. И дважды тогда вот эти две карты для всех из вас будут говорить о том, что, правда, по закону, как закон тебя бережет, если ты сам где-то основываешься на этой букве закона. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.